Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке мы с вами будем вязать узором английская резинка снуд или манишку. У меня этот снуд будет для 8-летнего ребенка, для своего сына я вяжу. Будем делать, скажем так, манишку просто из прямоугольника. То есть мы с вами свяжем прямоугольник узором английская резинка. Именно для ребенка у меня прямоугольник получился размером ширина 25 сантиметров, длина 40,5 сантиметров. Вот я использовала пряжу Yarnart Milano. Смотрите, какой состав. Состав могу написать внизу в описании под видео. Цвет 868, очень красивый серый цвет. И здесь у нас 50 грамм, 130 метров. То есть на вот такой снуд для ребенка, в принципе, и для взрослого вам понадобится всего 2 моточка. Смотрите, вот это у меня осталось. То есть это пол моточка еще осталось. То есть на снуд для ребенка уходит 1,5 моточка. Так, и для работы еще нам понадобится крючок номер 3,5. Я не буду еще раз вязать точно такой же размер. Я просто покажу, как я вяжу английскую резинку. Свяжу маленький образец. Для своего снуда я набирала 50 воздушных петель плюс петельку подъема. И вязала до нужной мне длины. Как я уже говорила, у меня это 40,5 сантиметров. Я сейчас покажу на образце, как я вяжу английскую резинку. Повторяюсь, я сейчас делаю просто образец. Для манишки, которую я вязала для ребенка, я набирала 50 воздушных петелек плюс 1 петля подъема. Здесь я просто свяжу образец. Набираем воздушные петли. Так, делаем петельку подъема. Накид, вот эту петельку, которую петля подъема, пропускаем. И за следующую полупетлю протянули, смотрите, 3 петли на крючке, и третью мы протягиваем через 2 предыдущие. Так, накид. Смотрите, в нашу косичку, которую из воздушных петелек мы вязали, протянули, и третью петельку через 2 оставшиеся протягиваем. Вот таким образом я вяжу английскую резинку крючком. То есть узор получается двусторонний, чем-то напоминает английскую резинку, связанную спицами. Так, смотрите, когда дошли, провязали всю цепочку, делаем воздушную петельку, разворачиваем вязание, и далее мы вяжем. Вот у нас идет косичка, мы вяжем за заднюю полупетлю. Причем вот эту петельку, которая была петля подъема, мы пропускаем. Только за заднюю полупетлю протянули, а вяжем точно так же, как я и показывала. Накид, за заднюю полупетельку, 3 петли на крючке, третью протягиваем через 2 предыдущие. Далее я покажу, как я закрываю все последующие ряды. То есть все эти петельки мы за заднюю полупетлю вяжем, а последнюю петельку, накид, вот у нас остается последняя петля, мы ее провязываем полностью.
Это для того, чтобы у нас был красивый край с одной и с другой стороны. Вот, видите, еще раз покажу. То есть мы делаем накид и крючок заводим под обе косички. 3 петельки на крючке. Провязали. Все, опять же делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. И все точно так же. Вот эту петельку, которую петля подъема, пропускаем. И далее вяжем аналогично. В конце ряда, опять же повторюсь, мы провязываем не за заднюю полупетлю, а за обе дужки, то есть полностью за косичку. Узор получается двусторонний. Если желаете, эту манишку можно, конечно же, связать любым другим узором. Тут сама суть, что она формируется именно из полотна прямоугольной формы. Узор может быть любой. Но мне очень нравится английская резинка. Она двусторонняя. Вот последняя петелька. Да, то есть мы ее за... У нас вот на крючке обе дужки. Протянули. Третью через 2 предыдущие, воздушная петля. Все. То есть я далее не буду вязать. У меня есть еще отдельно видеоурок, как я вяжу английскую резинку крючком. Я опять же оставлю в описании под данным видео. Узор вот такой вот. Видите, какой очень красивая пряжа, цвет пряжи. Узор двусторонний. Так, когда мы связали необходимой длины полотно, ниточку мы не обрываем. Вот у меня с этой стороны ниточка. Вот хвостик, где начало вязания мое. Да, то есть я беру в левую руку вот этот уголок, в правую руку я беру вот этот угол. И просто вот так вот друг к другу присоединяем. Сшивать я буду не иголочкой, соединять я буду крючком. Как я это буду делать, я покажу обязательно. Вот это расстояние у меня 11 сантиметров. Итак, соединять я буду крючком, просто столбиками без накида. Вот этот отрезочек, он у меня 11 сантиметров. Я показывала уже, как складывать. Хвостик я оставила. То есть просто соединяю 2 детальки, просто столбиками без накида. Просто вы проверяете, чтобы у вас как бы полотна лежали одинаково. Видите, вот эти перемычки напротив друг друга. И идем столбиками без накида до конца, скажем, вот этого ряда соединения, выворачиваем все на лицевую сторону. Так, смотрите, я соединила, но у меня вот этот кусочек получился не 11, а 12 сантиметров. Ну, то есть тут не особо важно. Вы посмотрите, как у вас красиво ляжет. Так, потом выворачиваем все на лицевую сторону, пришиваем бирочку. Я уже потом покажу готовый результат. Итак, деталь я соединила. Теперь смотрите, мы просто берем и вот так вот выворачиваем. Чтобы у нас получилась вот такая манишка, либо снуд. Очень просто, смотрится красиво. Поэтому, если вам понравился мой мастер-класс, очень простой мастер-класс, очень легкий, подойдет для новичков, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were